Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно заглянули на канал Таро Немо. Таро расклад. Что было, что есть сейчас, что будет. Давайте с вами узнаем. Эти расклады популярны, иногда под названием цыганский расклад. Мы можем называть это как угодно, но самые простые вопросы. Действительно, что было, что будет, или что будет в доме в нашем, да, что в целом будет в нашей жизни, что будет и продолжаться, и что будет нового. Вот давайте так узнаем с вами. И я думаю, подсказки будут. Я благодарю вас за ваши комментарии, потому что есть у меня уже подобный расклад, и вы откликнулись, и я поняла, что эта тема для многих из вас интересна. Поэтому пойдем дальше. И первые карты у нас будут обрисовывать, что было и что есть сейчас. По ним вы можете сориентироваться. Есть смысл смотреть расклад, или как-то не подходит. Все же это расклад общий. Поэтому учитывайте, но я думаю, попытайтесь настроить свои антенны внутренние, да, интуицию на расклад. Ведь карта – это только метафора. То, что в вашей жизни, мои дорогие, сейчас происходит, вот как это можно увязать с той картой, которая выпадает. Особенно то, что касается дня сегодняшнего и дня прошлого, потому что вы чувствуете, будет тут какой-то отклик или нет. И значит, подсказок будет еще больше. Ну ладно, кто же вы, да? Или что у вас было, мои дорогие, что вам довелось пережить? Давайте будем узнавать. Знаете, путаница. И нам, кстати, не говорят, что она закончилась. Давайте мы достанем еще какую-то карту одну, как минимум. Для кого-то она, по крайней мере, ситуация выравнивается. Все же королева Пентаклей в первую очередь это та, которая из любого бардака и хаоса умеет создать порядок, организовать свою жизнь правильно, заработать деньги, умеет заботиться о детях, о своих близких. Вообще семья для нее устои, традиции, мои дорогие, это все очень важно. Вот вас характеризуют карты как человека, главное, надежного. Может быть, для королевы Пентаклей хочется сразу сказать, еще очень будет важное окружение, опять же. Тут есть взаимосвязь. Но это, знаете, та, которая умеет сказку сделать былью. И если первая карта, семерка жезлов, где-то хаос и есть. Ведь по семерке это, когда мы до этого времени, мы смотрим на прошлое, да? Вы участвовали, может быть, в какой-то многозадачности. Много каких-то тем, вопросов вам, как и ваша помощь. Или много работы, мои дорогие. Вы всем старались откликаться. А может быть, кто-то столкнулся с черной неблагодарностью, хотя еще ни одна карта нам об этом не сказала, но забегая немного вперед, потому что как будто если следующая королева Пентаклей, королева порядка и организации, это стало быть вот эта путаница, она уже знает, как это устранить. Или даже если это были сложные события, как я сказала, или какие-то потрясения, но она знает, как выйти из этого. Помогает ей то, что она надеется сама на себя. Да, может быть, и придется, как вот по этой карте, вы в недавнем прошлом пришли к выводу по семерке жезлов, что сколько кому-то не помогай или сколько не участвуй в этой многозадачности, результат будет нулевой. Вот здесь плоды труда своего хочется видеть, это точно. Может быть, вот то прошлое, с которым вы столкнулись, и неважно. В принципе, тут ведь могли быть и отношения, потому что очень часто по королеве Пентаклей люди семейные или те, кто в паре, пусть это был союз какой-то или была взаимосвязь, может быть, была длительная дружба, длительные отношения, и неважно, там оформлены юридически или нет, но вроде как к чему-то это все шло, и вы воспринимали это как пара, вот вы перекладываете на ту сферу жизни, которая вас сейчас беспокоит, а может быть у кого-то полный раздрай по всем сферам, увы, и так тоже бывает. Тогда хочу немножко забежать вперед. Говорят, знаете, перемелется мука будет. И вот когда на нас наваливается ворох, вот, скорее всего, и новый порядок быстрее отстроится. Не поэтапно, а вот, видимо, есть какая-то задача или как заноза, какой-то пункт, который вам мешает именно идти вперед. И вы одно меняете, а вслед за этим изменится многое другое.
И вы понимаете, сейчас основная задача – сохранять самую себя. Но если меня смотрят мужчины, мои дорогие, перекладывайте на себя. Итак, что же у вас было? Какое-то решение вы приняли. Скорее всего, кто-то из вас начал обучаться чему-то новому, может быть, жизнь заставила, как способ заработка. Для кого-то из вас вопросы с детьми, причем такие колючие, острые. Может быть, это и не буквально дети, у кого-то даже внуки или по этой карте даже взрослые, да, дети. Но явно по пажу мечей мы ведь меняем направление. Вот раньше, может быть, мы местами оборонялись, с чем-то и соглашались, но сами себя довели до какой-то высшей октавы напряжения, усталости. Всегда по семерке жезлов это проходит. И в какой-то момент, может быть, тогда, когда на исходе нашей силы, чаще так оно и бывает, когда мы физически чувствуем, что не тянем. И, может быть, длительное время тянули как раз какую-то повозку. Но я аллегорически, понятно говорю. А теперь понимаем, что да нет, мы уже превратились из ломовой лошади в загнанную какую-то, извините, не очень красивая, конечно, аллегория, но зато очень точно передает, что кто-то может чувствовать. Потому что тут усталость будет все равно семерка жезлов. Это мы достигли пика, когда мы теперь уже понимаем, да ну, пошло оно все. Потому что у меня моих сил не остается. И как и для мужчин, так и для вас, мои дорогие девочки. По пажу мечей, это, знаете, может быть, даже вот по работе, если мы берем, да, ведь по мече это всегда интеллект. Вам тут приходится что-то передумать, переиграть, переосмыслить. И мечи это ни разу не про эмоции. Ни разу никаких эмоций нет, вот между прочим. Есть какая-то конкретика, есть рационализм, логика, да, есть забота о том, что наиболее важно и перспективно, но ни разу о том, что в никуда, пусть даже из ваших лучших побуждений, но, тем не менее, не всегда наши благие намерения выстраиваются в такие же продолжения, будем откровенны. И для кого-то из вас это может быть контакты, да, были с человеком, как по королеве Пентаклей, это у нас, ну, я не привязываюсь обычно к астрологии, но для кого-то это может означать, это люди, которые рождены под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеют там асцендент. Такое я тоже вполне допускаю. Ладно, то есть меняем направление, меняем словно походку, приходится себя перестраивать. Так что же еще было? Может быть, и было какое-то, знаете, или новость, или, может быть, был сложный разговор, или когда вы какое-то время были словно, ну, вот как в розовых очках или с замыленными глазами. Вы надеялись на что-то. А здесь вот по пажу мечей мы понимаем, нет, шутки в сторону. Мне вот сейчас нужно принять какое-то основополагающее решение. А после этого мне еще потребуется какой-то период, чтобы все это отстроить. Поэтому что было? В целом, если мы берем больше период именно прошлого, то что было? Были как и какие-то взлеты, уверенность, была какая-то перезагрузка, перестройка. Были и те события, когда, ну, знаете, превратилось это в какой-то ворох, да, или когда, ну, если со словом многозадачность, это когда вот надо все сразу и вчера, вот буквально так. Но были и в итоге какие-то другие моменты, когда и некоторые вещи стали на паузу. И попробуй разберись, что тут надо быстрее делать, а в чем нужно подождать. Вот правда какая-то неразбериха? Что же еще было? Может быть, это у кого-то касалось, опять же, отношений. Следующий аркан – отшельник. По отшельнику никто не мешает. Вот, наверное, все то, что я с самого начала по семерке жезлов говорила. Да, это, с одной стороны, дервиш, и кто-то мог, вынужден был решать финансовую ситуацию. У кого-то из вас сложились, ну, какие-то непонятности по работе, когда тоже потребовала работа таких однозначных решений. У кого-то и в отношениях тоже не разбери, поймешь,
непонятно, к чему они идут. Может быть, и что-то в затяжку. Для кого-то из вас это была та история, когда, ну, знаете, вроде бы вы и проучаствовали, может быть, в разных сферах своей жизни, пытались что-то изменить, а воз и ныне там. Ничего не идет, ничего не продвигается. Столько приложенных усилий, а эквивалента обратного никакого нет. Как по аркану умеренности. И тут вы уже тоже, может быть, в конечном итоге понимаете, нет, как-то это нужно пересматривать. Тут нужно начать с самой себя или самого себя. Для кого-то из вас хочется закрыться, хочется отдохнуть. Вот как этот отшельник нам, посмотрите, шляпу положил свою волшебную, которая может быть невидимкой, положил метлу, средство передвижения мобильное, да? И просто как нирвана какая-то возле костра приводит мысли, чувства, силы в порядок. Вот такой период я больше вижу. Хотя, может быть, кто-то один или одна. И, может быть, вы-то программировали где-то, прогнозировали, к тому шли ваши отношения, что вы будете вместе. Но в силу разных событий возникла пауза. Хотя я не могу сказать по этим картам, что это что-то препятствовало. Тут, скорее всего, ну, либо разрыв отношений для вас был уже очевиден, либо, если даже были тому виной непреодолимые события, то это произошло значительно раньше. То есть это не какой-то вчерашний сюрприз. Ну, вот такой вот отшельник. Вам действительно нужна, необходима перезагрузка. И следующая карта нам показывает, тебе нужно строить, знаете, ну, может быть, и планы, исходя из самого себя или самой себя. Вот то, что вы хотите. Здесь, если вы начнете где-то пытаться двигаться в несколько сторон, у вас ничего не получится. Вас жизнь может отбросить назад. Тут вообще вот есть что-то одно. Вот если я говорила какая-то заноза, то проанализировать определенно стоит, чему сейчас уделять внимание, что будет служить прогресс. И ведь тройка, прогрессом точнее, тройка пентаклей – это всегда любая тройка, карта будущего, но по пентаклям это понятно, откуда к нам приходят деньги, способы заработка. Это какое-то взаимодействие, это работа в команде, это выравнивание каких-то финансовых ситуаций. Или когда мы вообще меняем планы тоже, потому что нас к этому заставляет жизнь. Вот, видимо, отшельник присел так подумать, куда же я иду. Но прежде чем я с чем-то определюсь, я вообще никуда не иду. Вы знаете, вот смотрите, две карты, которые говорят, с одной стороны, о независимости и об умеренности или какой-то паузе. Хотя отшельник обычно, он идет. Он не находится неподвижно. Нам в этой колоде карт так передают. Ну, может быть, какой-то релакс, потому что усталость совершенно необходим. Но ведь все равно, ведь, понимаете, идти вперед придется, но, видимо, некоторая остановка или даже торможение, которое вы делаете, для того, чтобы определиться. Потому что на полной скорости вряд ли мы можем подметить некоторые детали. Или мы можем опять включиться в какой-то ритм, но из этого ритма для нас бонусов никаких не выйдет в конечном итоге. Поэтому, видимо, то, что было, вас заставляет переосмыслить вот именно все то, что было. Не может это быть продолжено, либо не может быть продолжено, а я бы сказала, вы уже сами не хотите. Может быть, прежде и не могло что-то продолжаться с учетом пажа мечей. Вы получили какую-то новость, или это была информация. Может быть, человек себя так повел, и неважно, близкий это человек или далекий, или какая-то история сложилась по части ваших финансов там на работе одновременно, да? Два старших аркана говорят о том, что, ну, вот эта пауза, она вам тоже необходима именно для перезагрузки. Что сейчас, мои дорогие, давайте узнаем, что же сейчас происходит. Ну нет, вот это, видимо, попытки выйти из вот этого сложного режима, когда люди могут на вас воздействовать по привычке, вы же всегда откликались, а чего это сейчас вдруг нет. А сейчас вдруг, почему остановка? Приготовьтесь, мои дорогие, к тому, что по привычке будут на вас продолжать оказывать воздействие. И тут у каждого по-своему.
Либо с вами могут спорить, либо вас могут даже где-то провоцировать на конфликт. У кого-то конкретно по пятерке мечей состоялся конфликт. И, кстати, что происходит сейчас? Может быть, это прежде семерка жезлов. Но уже настолько вы участвовали, ну, наверное, даже сложно представить. Вы как будто жили, мои дорогие, чужой жизнью. А вам не то что черной неблагодарностью, тут и предательство могло быть. Вот так, если мы рассматриваем карты в дуплете. Причина и следствие. По пятерке мечей это, ну, полный разлад. Когда мы, кстати, начинаем делать выводы. Мы понимаем, что сколько ни делай, хорошо будет всегда мало и всегда плохо. Что же сейчас? С королевой пентаклей. Ну, выбор, наверное. Влюбленный у кого-то может быть выбор в личной жизни. И не обязательно история любви, может быть, хотя вполне вероятно это касается отношений тоже. Но по аркану влюбленные все же и история личного плана, когда тут тоже, видимо, сейчас, может быть, вот эта пятерка мечей и будет свидетельствовать о том разладе, который произошел с близким человеком. И, может быть, это любимый человек, то есть как история любви. А для кого-то из вас это, ну, такой своеобразный выбор, может быть, среди родственников, да, но мы их не выбираем, это понятно. Но если мы сталкиваемся с чем-то, ну, совершенно неправильным, значит, как минимум свести к нулю или попытаться меньше участвовать в этих отношениях, снизить помощь к нулю, да, так постепенно. Ну, а у кого-то не постепенно, а резко. Но вот эти действия необходимо проделать, потому что выбор вот сейчас, именно вы сейчас находитесь, может быть, поэтому и смотрите наш расклад, что было, да, вот, что будет вот из этой ситуации. Вы в сложной ситуации, все же это карта выбора. А если и есть со мной единомышленники, то кто? Вот такой вопрос вы задаете себе сейчас. Потому что есть уже те, которые точно не единомышленники, с которыми далеко не уйдешь, которые тебя, наоборот, обесточат. Хорошо, что же прямо сейчас? Вот какая-то ваша задумка или какой-то, пусть, мои дорогие, какое-то очень маленькое даже действие или информация, к примеру, новость, которая случайно вами получена была, может быть, и вы как-то прониклись и начали это продолжать. Либо искать какую-то информацию, либо согласились попробовать себя в каком-то новом деле, осваиваете новый ресурс, может быть, что-то изучаете, все же новое направление. Вы посмотрите, в этой колоде карт туз пентаклей как солнце, как выбор правильного направления. И по пажу мечей я ведь говорила, что так оно и есть. Вы понимаете, значит, у вас сейчас очень такой перспективный период начинается. Где-то вы это можете чувствовать интуитивно. Но вы еще вот в этом перепутье, вот на этой развилке судьбы, если можно так сказать, потому что, с одной стороны, вот эта пятерка мечей, разлад, конфликт, предательство, а с другой вы уже видите, ну, свое направление. По крайней мере, у вас где-то происходит сейчас лучше или быстрее вот этот процесс перезагрузки. Очень добрые энергии дают вам возможность, знаете, не застрять вот в этой какой-то, ну, не совсем перспективной ситуации, я бы сказала. Вы можете вот прямо сейчас, может быть, кто-то по отношениям, да, или от того человека, с кем у вас прежде был буквально конфликт, ссора, пауза, недопонимание. Теперь вдруг со стороны человека у кого-то будет так. Вдруг пошел какой-то отклик или пошел контакт, может, вам написали, позвонили. Внезапно человек о себе заявил или определил себя каким-то образом. Но я не вижу, что вы возвращаетесь к прежнему чему-то. Вы скорее себя по тузу Пентаклей уже на сегодняшний день за что-то благодарите. И, может быть, вы даже получили такое известие, да? Вы еще пока не знаете, что будете с этим делать. Но то, что вы не готовы заново какую-то волынку начинать, вот это я могу сказать точно. Прямо сейчас все, нет, хватит, баста.
Вот в прошлом вы подводите итоги. Туз пентаклей, туз жезлов. Вы знаете, ваше желание какое-то сбудется. Ну, мы смотрим прямо сейчас, почему я так говорю, потому что по тузу пентаклей и тузу жезлов. Вы знаете, тут сами по себе возможности в квадрате. Обе карты нам говорят о том, что это именно возможности. Не упустить момент, как и какой-то новый, но так и по тузу жезлов это что-то на более длительную перспективу. Всегда туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. И вот вы сейчас действительно как на перепутье. Да, нам еще впереди разные люди встретятся, и разные внешние события нам придется пережить. Поэтому, может быть, вас вот путем таких вот проб и ошибок судьба настраивает на новый лад, чтобы ты была готова или готов к тому, что, ну, не будут все люди братья, и не будет какого-то спокойствия, не будет, ну, знаете, когда мы можем расслабиться. Нет, по этим двум картам не расслабишься. Но возможности, и возможности будут приходить. Может быть, даже на первый взгляд, там, где их нет, твоя задача это увидеть. Потому что две карты, как и возможности, в целом вот они и дают исполнение желаний. Или, знаете, пусть это маленькая такая ступень, это маленькая какая-то победа. Значит, кто смотрит мой расклад, либо вы уже где-то видите, что да, я что-то сделала очень правильно. Вот я действительно себя за что-то благодарю. Поэтому я бы сказала, просто потому что вы выдержали, мои дорогие, какой-то сложный период, себя за это стоит благодарить. Может быть, вы еще, если мы так по отдельности рассматриваем эту карту, в ближайшем будущем, может быть, даже не одна новость, а две. И, может быть, одна будет связана с документами или еще и решение к этому. Потому что чаще туз жезлов – это наше решение, решимость и первый шаг. Вот что-то такое, может быть, со дня на день у вас будет происходить. Но вы, скорее всего, чувствуете это. Единственное, по восьмерке мечей страшновато. Внутренние страхи искажают реальность. Помните об этом. Нет вот этих ограничений. И повязку нужно для начала, да, с глаз убрать. Вот, видимо, реальность, если мы ее видим, то какая бы она ни была, это всегда лучше, нежели мы чего-то не видим. Потому что недаром говорят, у страха глаза велики. Потому что если мы не видим, мы словно боимся в глаза собственной тени посмотреть. И нам это от этого кажется еще что-то более ужасным. А если так вот рационально, вот это как раз иногда бывает возможность. И нам кажется, да нет, это невероятно, так не может быть. Но тут даже может быть то, как возможность там, где вы прежде думали, это полный минус или полный крах. Это новая точка отсчета, по сути дела. И это прямо сейчас. Ну, еще раз нам про новое направление. Смотрите, в этой колоде буквально карта, указатель, куда пойдем. Вот вы сейчас как на выборе. И старший аркан, и Паш Пентакли говорит. И смотрите, мои дорогие, у кого-то выбор отношения, или, может быть, даже по работе, пусть, да, но контакты с людьми. Имеется в виду все равно взаимодействие людское. И конкретно какое-то направление по делам, по дорогам. И мы спросим, кстати, на перемещение, куда я еду, не еду. Или вообще, может быть, собиралась в одно место, туда не поеду, поеду куда-то в другое. Вы будете все перекраивать, переделывать. И, может быть, сейчас вы пытаетесь как раз прочувствовать, где ж оно, мое. Где оно мое место под солнцем? Где оно мое вдохновение? Но что вас отличает? Вы натуры деятельные. Вы не сидите просто так, сложа руки. Нет, тут наоборот, скорее, мои дорогие девочки, от каких-то, ну, многих тем, в которых вы участвовали, от усталости, может быть, и от работы напрямую. Буквально чуть не падаете. Вот я могу такое предположить. Поэтому, если ничего не делаете, ну, наверное, просто сидите, ждете, мои дорогие, расклад явно вам не подойдет. Очень много деятельных карт. И причем и сами по себе действия, но еще и аналитика, интеллект. То есть мы постоянно что-то анализируем. И мудрость, прежний опыт. Ну и на сегодняшний день, как он мне помогает. Ладно, пойдем дальше. Что будет нового? Давайте узнаем.
Что же нового, мои дорогие? Если вам подходят все эти карты, что будет нового? По четверке Пентаклей, понимаете, нужно как-то стабилизировать, видимо, адаптироваться к какой-то еще пока складывающейся ситуации, и вы еще пока не видите, как внешняя, может быть, обстановка для вас сыграет в плюс. Вот решение, решимость по тузу жезлов у вас как будто есть. Но тогда карта говорит, ты не беги все равно впереди паровоза, потому что если будешь спешить, и, может быть, меня такие непоседы смотрят. Вот, кстати, с этими картами я вполне могу такое предположить. Вы более динамичный образ жизни ведете. Для вас любой драйв лучше болота. И я с вами полностью согласна, сама такая. Но, видимо, вот сейчас нас немножко все же останавливают. Посмотрите, как и семерка жезлов, как и пятерка мечей. Вот мы в чуре все время в чем-то участвуем. Четверка Пентаклей нам говорит, так, стоп, остановись. Вот на какой-то момент, вот как на этот сундучок, то, что мы сейчас имеем, нам нужно максимально сохранить. Этот эквивалент у каждого по-своему, у каждого свой, но, видимо, что есть, то и следует сохранять. Что будет нового? От этого вот будет зависеть, вы как должны от чего-то оттолкнуться. Или, может быть, у кого-то подушка безопасности. Что будет нового? Будут еще какие-то новости, информация, будут новые направления в плане заработков. Я должна сказать, что по этой карте это своеобразный марафонский забег. Кто-то ориентируется или пытается найти новую работу, и тут есть возможности, правда, причем нужно рассматривать что-то совершенно в новом направлении или ключе. Нам уже, посмотрите, ни одна карта об этом сказала. И это будет, может быть, совершенно новое направление. Дело вашей жизни. Вот правда, я такое не исключаю, потому что этот забег марафонский по рыцарю Пентаклей проходит. Добрые дела наспех не делаются. Вот как будто обе карты, да, нам говорят, у тебя сейчас на кону действительно что-то очень важное. Но если ты хочешь получить хороший результат вот в этом новом, может быть, придется что-то и изучать, уделять внимание деталям, инструкциям каким-то, может быть, и рассчитать вот этот забег, да, на продолжительный период времени. Здесь нужно свое благополучие, по сути дела, отстраивать с каких-то, ну, может быть, и низших ступеней с самого начала. Ладно, что будет нового, но будут предложения. Вот будет точно. Смотрите, по рыцарю Пентакля это нам как будто кто-то несет Пентакль. Или новость нам несет, возможность. Помощь, кстати, по этой карте иногда, если вам нужно решить финансовый вопрос, закрыть его, то есть тот человек, который в какой-то мере, может быть, вам, ну, прийти на помощь или даст дельный совет. Ну, польза, будем говорить, какая-то есть. Стало быть, это тоже такие контакты нужно продолжать. Вот смотрите, может быть, теперь у нас королева Пентакли присела и подумать, да, ну, от чего я тут откажусь, аркан влюбленная, с чем я, может быть, на время соглашусь. Я точно не должна себе сделать хуже, потому что есть то, что должно быть продолжено, а есть то, что должно быть как-то сохранено. Пусть даже в самом минимуме, да, вот, может быть, вы тут совсем к какому-то фиаско кто-то пришел, я такое допускаю, но тем не менее, чем больше мы сохраним, это считайте, как 2 раза заработали. Это есть смысл, потому что рассчитать траекторию на длительную дистанцию. И вы вот теперь думаете, может быть, даже вы готовы к какому-то компромиссу. Ладно, что будет нового? Ну, приготовьтесь и к тому, что хорошо забытое старое тоже где-то будет. Но это вообще надежные люди. И вы знаете, тут вот параллели такие быстрые, резкие невозможно или четкие провести, потому что, правда, есть те люди, персоны или дела, которыми вы прежде занимались или с кем вы имели контакты. И неважно, личная жизнь или работа. И это будет в каком-то проценте, в каком-то ключе. Оно точно продолжено. Это не то, что вот мы буквально все разрушили в щебень, а после этого начали на руинах на этих что-то там отстраивать. Мы присели на сундучок, мы с самого начала об этом говорили. Мы должны от чего-то оттолкнуться. Поэтому шестерка кубков и говорит о том, что я уже говорила прежде, что да, мы, может быть, и думали, что, ну,
Даже нам надоела какая-то история, но тут мы понимаем, что лучше я пойду в чем-то на компромисс, и так у меня будет больше возможностей. И это может касаться взаимодействия с людьми по работе, а у кого-то личной жизни. У кого-то человек, да, из прошлого. И пусть это из далекого прошлого. Но вы сейчас анализируете. У вас сейчас аналитика и интеллект работают по максимуму. И если вы для себя, вот что будет нового, тут будет что-то новое, которое словно как хорошо знакомое старое. И вы для себя в том проценте, повторяюсь, в котором для вас хорошо. Но не с такой вот, знаете, абсолютно искренне, может быть, даже, да, участием, помощью кому-то. А вы теперь будете наблюдать, насколько вам люди готовы помогать, откликаться. И если вы становитесь более прагматичными, более расчетливыми. И в том числе в тех вопросах, которые касаются чувств. И даже если вам поют дифирамбы, прям скажем, мои дорогие девочки, или какие-то признания в любви, скорее всего, вы себе зададите вопрос, вот что будет нового. А для чего тебе это нужно? Что ты мне сейчас золотые горы, кисельные берега обещаешь? Вы всех будете рассматривать и вблизи, и вдали, словно и в микроскоп, и в бинокль, чтобы не ошибиться. Кого я могу, как бы, или с кем могу взаимодействовать, кому могу доверять на короткий период времени, потому что в этом есть какой-то прагматический смысл. Ну, а с кем я буду выстраивать, ну, может быть, и на долгий период. Иными словами, кто в моей жизни э, как по судьбе, кто для опыта, ну, а кто просто прохожий. И тем не менее из прошлого какие-то дежавю будут. Это как новое что-то. Может быть, какие-то новости вы от такого человека услышите. Что будет нового? Давайте следующую карту. Ну, правда, по королеве жезлов. Мои дорогие девочки, это очень сложный период проб и ошибок. Это вы отстраиваете свою независимость. И тут самое главное, все то, что я говорила, карта подтверждает, потому что мы здесь никому ничего уже не обещаем. Не говорим четкого да или нет, а нас могут на это выводить, вот вас могут выводить на это. Чтобы вы с чем-то либо согласились, или даже если нет, приняли чью-то сторону, позицию. Кстати, в коллективе такое тоже может быть. Коалиции, знаете, бывают такое, собираются, один за руководителя, другой там против, и начинается не разбери, поймешь что. Вам не вправо, вам не влево, вам самой по себе. И так надежнее, так увереннее. И тогда, может быть, и придется где-то сидеть на двух стульях во благо себе. Значит, так тому и быть. И умеет хранить тайну. Вот, наверное, ваша сила будет в молчании. Потому что есть еще, может быть, даже тот человек, который откликается, допустим, да, вот и мы возьмем личную жизнь. Как когда-то, может быть, было. И человек предвкушает, эх, сейчас напишу, позвоню. И она там быстренько сейчас побежит, что-нибудь организует, или как-то откликнется, или меня вдохновит. Почему нет? Есть и такие у нас отношения, бывает. Вы знаете, люди взаимодействуют по самым разным причинам. А тут вы нет. Дай-ка я пронаблюдаю. Что ты мне еще расскажешь? Вот так. Для вас, мои дорогие мужчины, что будет? Это какая-то, ведь по королеве жезлов, женщина, которая очень притягательна, с которой хочется наладить контакты, может быть, даже построить какую-то длительную, как минимум, дружбу, общение. Она именно как магнит на вас может действовать. Но кроме этого, королева жезлов, это вот главная информация, умеет правильно распоряжаться деньгами. Раз, это по сути бизнес-вумен. Ну и она сама немножко по себе. Она никогда не будет, знаете, такой диванной кошечкой, не надо об этом даже мечтать. У человека ее жизнь научила ставить свои планы и где-то достигать. И она точно так же умеет отделять где-то зерна от плевел или правду от лжи, работать с информацией для того, чтобы и еще раз себя не загнать в какой-то тупик. Что будет нового? То есть у кого-то это будет связано с конкретным человеком, и, мои дорогие девочки, это вы как свой статус новый отстраиваете.
Будут и людей много, знаете. Что будет? Какие-то комплименты будут в ваш адрес, будет много внимания, будет, может быть, таких хитрых заходов, подходов, карта праздника. Но это тройка кубков. Здесь, знаете, это такое что-то временное. Но мы смотрим, что будет нового. Ну, более приятные эмоции будут точно. Но, видимо, вот эта независимость и такой, знаете, холодный взгляд на вещи, на то, что вы слышите, совершенно необходим. Не замечтаться. Давайте еще одну карту. Но вот вы все равно, вы понимаете, вот, видимо, вот вся палитра карт, и вот даже какой-то предыдущий выбор. Тут действительно марафонский забег, потому что это вы еще в ближайшие, может быть, дни, в ближайшее будущее будете вот так вот с чем-то определяться, все то, что я говорила. А дальше перед вами, мои дорогие, какой-то более судьбоносный выбор. И тут может быть буквально аркан колесница, куда вы поедете. Или, вот я говорила, в одно место не поеду или поменяют дислокацию. Кто-то не собирался никуда переезжать. В целом, будьте легки на подъем. Когда выпадает аркан колесница, мы понимаем, что и аркан предписано, не оглядывайся назад. Тебе отсюда только вперед. Но в этой колоде нам как будто еще указатели. Туда или сюда. Так вот куда же я поеду? Тут не совсем даже пойду, а именно поеду на мотоцикле. Посмотрите. Да, здорово. И это у кого-то могут быть, знаете, как необходимость получить водительские права, кстати, сдать экзамен в своеобразной жизни. Или даже если по какой-то причине или у кого-то они уже есть, то есть мы это в стороне оставим, то тут прогресс, ваш личный прогресс, ваших дел, ваших достижений. Ведь это карта успеха. Так вот где мой успех? То есть выбор все равно он присутствует. Но это уже не оглядываемся назад. Мы с собой взяли в будущее все, что нам нужно. Вообще шикарно. Поэтому даже если сейчас вот нам карта началась, да, что будет нового? А тут раз тебе и четверка пентаклей. Да тут карта жадины. Ну, видимо, вот какой-то период стабилизации и быть жадиной совершенно необходимо. Не отдавайте свою силу просто так, мои дорогие девочки. Могут люди думать, что чего тебе стоит, да, это же эмоции. А любая ваша эмоция – это ваша внутренняя сила. Вы как маги, мои дорогие, вы обладаете способностью поддерживать кого-то. Я не просто так говорю про магию, про что-то сверхъестественное. Королева Пентаклей, она может поддерживать, пока она любит. Но если мы для девочек, как Моника Белуччи сказала, женщина может любить так, как будто никогда не уйдет. Но может и уйти, как будто вовсе и не любила. Вот такие выводы. Ну, поэтому ваша сила, вы знаете, это не просто что-то абстрактное. Ваша сила – это реальность. Что будет продолжаться? Это мы что нового узнали, а что же будет продолжаться? Что будет продолжаться? Но, правда, есть какие-то персоны, от которых вы, ну, ни так, ни сяк не можете уйти или отказаться, может быть, и отвязаться. Но, тем не менее, у нас пара, поэтому, если это была семья, у каждого сложно или, наоборот, сложились отношения, да, есть какие-то детали. Тут есть, с одной стороны, как поддержка, с другой стороны, король Пентаклей – великий консерватор. И я тут могу предположить, что вопросы пары будут продолжаться, какая-то история личной жизни может тоже продолжаться, по крайней мере, не на ближайшее время, тут прям какие-то революции. Да, ваш адрес, мои дорогие. А кто такой, дайте, это человек новый или это человек знакомый? Вот мне так и хочется. Это новый, но, судя по всему, или уже знакомый. Так кто это? Вот смотрите, такие сложные арканы. У вас получается, это, безусловно, вам человек знакомый.
Аркан Звезда – это исполнение желаний. Исполнение желаний, но не прямо завтра. Иногда эта карта свидетельствует о людях, которые далеко. С другой стороны, ведь у вас 3 карты, 2 старших аркана. Аркан Звезда и карта Сила. И я могу сказать так, кто это? Это какой-то человек вас никак не может забыть. Значит, он о себе будет как-то напоминать. Но по аркану Звезда, если есть это расстояние, ну, может быть, какая-то история даже с ним, она, скорее всего, была поставлена на паузу. И правда, для кого-то, по крайней мере, для кого-то из вас будет пытаться вернуться настойчиво человек. Может быть, раньше вы предпринимали попытки прояснить ваши отношения. Или, может быть, даже как человек отказался, а потом вторично, и вы в чем-то поставили точку. И вот теперь вы уже смотрите в другом направлении. Но человек начал только что анализировать недавно. И он будет любыми путями пытаться вернуться в вашу жизнь. Ну или пытаться вам что-то писать, как-то с вами взаимодействовать. Потому что в вас он видит сильную женщину, мои дорогие. Мои дорогие мужчины, перекладывайте на себя. Это может быть... Это вы как король пентаклей, который тоже тогда имеет вот такую особу, которая, ну, каким-то образом вы с ней видите взаимодействие. Я бы сказала, вам хочется этого взаимодействия. Вы можете, ну, банально, подумать о том, что я чего-то упустил. Мои дорогие девочки, это вы можете думать, что это вы. Как бы вот сейчас туз кубков, тут аркан сила. С одной стороны, человек есть явно, это будет продолжено. Какой-то человек, который от вас получал и эмоции, и вдохновение, и как внутреннюю силу, так и буквально притяжение. Да и вы сами человек самостоятельный, что будет продолжаться. Поэтому надо хорошо подумать, куда вы эту силу будете тратить. Хорошо надо подумать, карта иллюзий. Не попадись еще раз в какую-то подобную ситуацию. А посмотрите, тут у вас колесо фортуны, все-таки она вас зовет вперед. Вас тут говорят, будь внимательна, может быть, да, вот к тому, что к тебе приходит. Потому что по колесу фортуны тут будет его величество случай, возможность определенно так. То, что потребует от нас быстрых действий, перестроиться на какой-то новый лад, или когда мы должны оставить определенную рутину, даже планы какие-то скорректировать, и что-то действовать совершенно по-другому. Кто легок на подъем, тому проще все это воспринимать, ну и себя быстрее организовывать. В этом будет заключаться ваш успех тоже. Потому что если мы подумаем, а нет, что-то не могу, тут я просчитать, не поеду, или я это откажусь, это я не буду рассматривать. Но как минимум поближе рассмотреть стоит, потому что на завтра, если мы и придем к выводу, что ну да, я соглашусь. Вот, предположим, вы куда-то звоните и говорите, я согласна или согласен. А нам уже отвечают, да нет, извините, надо было вчера. Будьте внимательны. Это что будет продолжаться? Шестерка пентаклей. Помощь высших сил. Улучшение либо финансовой ситуации, либо то, что вы, чем вы занимались. А у нас натура деятельная. Личное дело, творчество. Ваше именно в чем-то участие. Может быть, построение собственного бизнеса. Какие-то предпринимали вы попытки. Или сама по себе вот работа, да. Вот все то, что связано с благополучием и откуда к вам приходят деньги. Вот это будет продолжаться, но тут словно высшие силы благословляют финансовый успех. Поэтому, может быть, вот все то, что я сказала по колесу фортуны, вам сейчас фортуна благоволит буквально отстроить свое благополучие. И первая позиция – это финансы. Вот теперь я понимаю, почему карта жадины. Мы должны от этого оттолкнуться. А не так, что мы опять же все разрушили, а потом пытаемся выкарабкиваться с какого-то дна. Чем больше вы или чем лучше вы сумеете сейчас что-то стабилизировать в отношении именно какого-то имущественного или денежного вопроса, тем вы себя увереннее будете чувствовать. Но тут посмотрите, удача в деньгах, удача в работе, удача
Вот вверху у нас тройка кубков. Будут какие-то единомышленники или будут какие-то добрые вести, что будет продолжаться. Много работы будет, мои дорогие. Будет усталость, это точно. Вот, может быть, поэтому у нас начался наш расклад, нам говорят, ты тут как-то пересмотри, тебя на все не хватит. И по десятке жезлов в любом случае будет усталость. Не будет легко и просто, мои дорогие, правда. Это будет продолжаться. Но, видимо, отправной пункт или точка отсчета. Мы должны все-таки успевать восстанавливать силы, иначе мы будем упускать какую-то волшебную возможность. Ладно, что будет в доме, давайте узнаем. Что будет в доме? Ну что тут будет в доме? Карта императрица. И вы знаете, ведь это карта символ нового я. Конечно, это карта статусная. Это может свидетельствовать для кого-то о статусе, смена статуса. Но даже если не располагают к тому событию, мои дорогие девочки, по этой карте мы надеемся сами на себя. Но мы ресурсны. Но, знаете, ведь аркан императрицы не говорит, она ведь о себе-то успевает заботиться, будем говорить. Вот для вас все ваши победы от ваших ресурсов и правильного приложения их. Ресурсы – это ваши знания. Ресурсы – это также ваше время, с чем вы согласитесь или готовы будете участвовать, а от чего вы все-таки будете отходить. Здесь себя нельзя обесточить, но для кого-то мы в доме. Действительно вопросы, связанные с личной жизнью и с домом. Но когда выпадает императрица, максимально из возможного для себя сделать со знаком плюс. Шикарная карта. Что будет в доме? И посмотрите, два старших аркана. Какие-то перемены будут. Вы знаете, тут, правда, вы можете по дому получить какое-то известие или произойдет событие. Вы не знаете пока, как с этим взаимодействовать. Вы не знаете, не можете. То, что касается вашего жилища, пока предусмотреть на долгий период времени. Видимо, придется где-то балансировать, потому что это Луна, это тысячи неопределенностей. Но иногда эта карта будет говорить о том, что все-таки есть тот человек, пусть это только один, да, который к вам откликается искренне. Иногда по Луне это именно эмпатия. Хотя я не исключаю, что это ваша эмпатия. Давайте мы узнаем, достанем третью карту, потому что можно по-разному трактовать Луну. У кого-то переезд, правда. Я тут больше вижу, что не для всех вот эти приятные чувства. Тут скорее императрице предстоит решить многие сложные еще вопросы по части либо дома, либо переезда, оформления, согласований, либо определиться с местом жительства. Может быть, у кого-то будет место на дому, рабочее место на дому, которое вам необходимо всерьез, вот просто уделить этому внимание. И тогда с учетом аркана Луна вы должны чувствовать себя комфортно. Вы должны себя чувствовать как в месте безопасности. Вообще все то, что касается дома, мои дорогие девочки, сведите максимально к какому-то вашему пониманию или какой-то конкретики. То есть материализм, опять же, все-таки материальная карта. Я что имею в виду? Я не имею в виду, знаете, какую-то жесткую прагматику и расчет. Нет. А это именно комфорт, уровень комфорта вашего места, где вам вы как защищенными себя чувствуете, или куда вы после трудового дня можете прийти, расслабиться, восстановить силы. Но здесь явно есть какие-то либо сведения, либо перемены, либо это от вас зависит. Это вы с чем-то уже как новый ракурс берете. Ведь шестерка мечей – дорога. Хотя для кого-то из вас просто банально поездки, которые как согласование в высоких инстанциях. Или, может быть, кратковременная вынужденная поездка. Но и к вам какой-то человек тоже может приехать. Так вот, что же будет в поездках, давайте с вами узнаем. Встреча. Двойка кубков. Встреча с магом, мои дорогие, с каким-то манипулятором, хочется сказать. Но я просто больше сейчас пока то, что со знаком не восторженным, а наоборот, с тем, когда предупреждение звучит,
Смотрите, что у вас в поездках интересное. Не откажитесь от какого-то путешествия или от какой-то недалекой поездки, потому что вы можете познакомиться с каким-то человеком. Ну да, я допускаю любовь, но все-таки с одной стороны чувство, с другой стороны маг. Маг практик. И маг ни разу не про любовь, мои дорогие. Вам тут может кто-то понравиться, но следующая карта — девятка пентаклей. Девятка говорит, а впереди еще перемены. Более того, по финансовая какая-то составляющая. Может быть, это вы будете с кем-то контактировать, потому что видите, ну, как бизнес-партнерство. Вот по бизнес-партнерству, да, и то держать руку на пульсе. Маг или какой-то человек, может быть, значимый, который себе много не говорит, он тоже не то, что он обманывает, а он вам ничего не рассказывает, а на вас воздействует через чувства. Может быть, и банально кто-то просто будет рад, что, ну, вот встреча с каким-то человеком. Но все равно не замечтаться. Вы должны остаться довольны. А как мы именно от восприятия какой-то персоны будет зависеть ваше благополучие. Почему говорю восприятие? С магом еще нужно правильно провзаимодействовать, мои дорогие. Но судьбоносность какая-то, она есть. Дорога, двойка кубков, любовь или дипломатия, эмпатия. То есть это что-то интересное, мои дорогие. Не случайно. Тут мы никому не выносим вердиктов, да? И какое-то его величество, может быть, даже сложный опыт. Но есть и человек, который, вы знаете, мои дорогие, он может быть вам и в помощь, может быть, и чем-то полезен, например, как дельным советом. Или какое-то сотрудничество, пусть на короткий промежуток времени. Ну, короткий это может быть у кого-то неделя, месяц, у кого-то пару лет. Это тоже не так долго. Но потом нам не говорят. Потом, скорее всего, будут какие-то перемены. Может быть, это вы сами будете инициировать эти перемены. Но какое-то сотрудничество тут может быть полезным. Это точно. И каким-то образом это через перемещение. Будьте внимательны. Тут разного рода плюсы, бонусы, неожиданности, известия, как мы говорили, два туза, правда, возможности, в том числе альтернативные, приходят на ваш порог, пытаются где-то вам помочь. От того, как вы с этим провзаимодействуете, будет строиться качество вашей жизни. А на кону у нас императрица. Но императрица у нас за более честную монету, как бы, да, себя ведет или отстраивает, но, может быть, пользуйтесь интуицией, когда аркан Луна, нам всегда говорят, не все тут поддается с позиции логики. Маг, попробуй просчитай. А вот если мы рассматриваем через интуицию, через подсказки нашего шестого чувства, тогда и подсказок этих больше. Так что же будет? Давайте узнаем в ближайшее время. Перезагрузка, нулевой аркан. Нельзя сглупить и нельзя отказаться. Тут знаете как, отправиться нельзя отстаться. Или завершить нельзя продолжать. Вот что-то такое на перепутье, правда? С одной стороны, пятерка кубков. Даже какие-то контакты вам помогают, знаете, как завершить какое-то разочарование. По пятерке кубков я говорю всегда. Ну, это не я говорю, Клаудио Пенейро, но мне очень нравится, точнее не скажешь. Это как разбитая чашка, вот разлитые эти кубки. Над разбитой чашкой не рыдают, выбрасывают осколки и моют пол. Поэтому есть, как по нулевому аркану, то, что мы за плечами оставили. Вот, видимо, какая-то перезагрузка, но не попасть в какие-то сети повторно. Ну, видимо, оставить как ситуацию. Не то, что забыть навсегда. Как ситуацию оставить. Холодный опыт, холодный расчет. У вас действительно перемены. По 20-му старшему аркану, как вот и этот аркан, мои дорогие, колесница. Нет, это у нас не колесница, вот она. Не оглядывайся назад, да, мы с вами говорили об этом. Тебе отсюда только вперед. И тут ведь тоже не оглядывайся назад. Это, знаете, как заканчивается какой-то ваш жизненный этап. Но, видимо, не так вот резко, за один день. Все прошлое закончилось, а сегодня мы как с чистого листа. Хотя вы можете принимать такие решения.
и себя уже, ну, где-то организовывать, настраивать свою жизнь. Но есть, видимо, еще пока в ближайшее время, мы ведь спрашивали, что было, что будет. Так вот, будет завершение тех вопросов, которые должны подойти к концу логическому. Может быть, и еще я такое допускаю, продолжение некоторых тем, как по работе, по занятости, по заработкам, по взаимоотношениям и личной жизни, которые тоже есть еще, знаете, как не с вашей стороны. Вот с вашей стороны вы уже тут никого не зовете, вы тут никого не притягиваете. Это именно уже что-то, если вернется в вашу жизнь. Или кто-то, может быть, как, ну пусть это будет даже какая-то инстанция через информацию. Да, вот есть те вопросы, которые оформление, например, какие-то бумаги, документы. Это тоже нужно подвести под какой-то знаменатель. Вот шаг за шагом вы все это делаете. И вот эта перезагрузка, как и аркан колесница, так и 20-й старший аркан, вам отсюда действительно только вперед. Это как жизнь с чистого листа. И, кстати, шестерка мечей, пусть не в этой колоде нам говорит, это, знаете, сила желаний. Переверни страницу собственной жизни. Перемены на пороге. Есть и то, что вы можете стабилизировать, и от вашего выбора будет зависеть. Но многое того, когда нужно пройти, ну, где-то, может быть, исследуя непознанную землю без карты. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние душевные комментарии. Боже мой, для меня это так важно, правда? Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.